Меня зовут Максим Герасимов, и это экспресс-курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Это 4-е занятие, и сегодня мы узнаем и научимся. Лепить из пластилина в обратную сторону. Снимать перелепливание персонажей в кадре. На прошлых занятиях мы научились двум принципам анимации. Это сжатие-разжатие и сгибание-разгибание. Слепили из пластилина двух персонажей и проанимировали их, таким образом создав два ролика. Теперь мы переходим к перелепливанию персонажей. То есть это такой у нас будет эффект, который мы сделаем из пластилина. То есть у нас уже в принципе есть гусеница, и во что она у нас может перелепиться, я предлагаю сделать в бабочку. Но для того, чтобы она у нас перелепилась в бабочку, нам надо создать бабочку. Для начала нам нужно слепить бабочку, чтобы получился эффект перелепливания. То есть два персонажа, либо два объекта, из которого будет перелепливаться в другой объект. Первый объект, точнее персонаж, это у нас будет гусеница. И второй персонаж, которого будет гусеница перелепливаться, это бабочка. Для этого мы пока червячка мы откладываем. Телефон нам тоже пока не нужен будет, мы его откладываем. Нам нужен только пластилин. Сейчас мы будем лепить. Лепить бабочку. В принципе, можно бабочку слепить из туловища такого же цвета взять, как и у гусеницы, то есть оранжевого цвета. Возьмем и слепим туловище бабочки. В принципе, оно практически похоже, как и у гусеницы, только чуть-чуть меньше будет. Давайте попробуем его также слепить. Можем, в принципе, тоже сделать и туловище из шариков. То есть, как и у гусеницы, у бабочки туловище тоже сделаем из шариков. Таким образом, берем вот так вот себе, отламываем кусочки, из которых они будут делаться. Можем сделать чуть-чуть меньше ей само туловище. Давайте попробуем. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все по такому же принципу, как мы делали туловище гусеницы. Мы раскатываем шарики. 2, 3 шарика, третий шарик, 4-й шарик, 4-й шарик у нас уже. Давайте 5-й шарик сделаем и 6. 6 шариков у меня получится. Чуть-чуть меньше, чем у гусеницы. У бабочки будет 6 шариков на туловище идет. Есть. Я сделал 6 шариков, теперь нам надо их соединить. Самый большой шарик, который у вас получился, мы его ставим по центру. То есть она как бы будет у нас по центру более уплотненная, и к голове и хвостику она будет сужаться немножко. В принципе, точно так же, как и у гусеницы. Давайте вот эти побольше чуть-чуть шарики, прилепливаем их, соединяем. Эти еще больше, точнее эти уже поменьше. Вот так перелепливаем, и последний шарик, вот оно, собственно, у нас туловище нашей бабочки получилось, вот оно. Оно почти такое же, как и у гусеницы, только чуть-чуть меньше. Есть, туловище у нас готово нашей бабочки, теперь нам надо перейти к крылышкам, то есть наша бабочка, она умеет летать. Соответственно, у нее должны быть крылышки. Крылышки мы можем сделать, давайте возьмем из голубого цвета, сделаем ей крылышки. Крылышков у нашей бабочки будет 2, но каждое крыло будет состоять из двух таких как бы элементов, полукругов. Для этого мы можем взять такой вот ножичек пластиковый, идет вместе с пластилином в коробочке, можем его использовать и при помощи этого ножичка отрезать равные кусочки пластилина для наших крылышек. То есть по сути нам надо отрезать 4 равных кусочка. Давайте нарезаем 4 равных кусочка, вот так. Раз кусочек, 2 кусочек, 3 кусочек и 4-й кусочек. Есть. 4 кусочка мы отрезали.
Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать эти кусочки, расплющить, по сути, сделать такие капельки. Ну, давайте попробуем одну сделаем, посмотрим, что у нас получается. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такое вот у нас крылышко получается полукапелькой, но оно должно у нас быть побольше, наверное. Давайте вот так, вот так, вот так, вот так. И вот тут вот немножко зажмем. Это можно делать на этой поверхности, на которой вы лепите пластилин. Можете вот как бы на нем, как тесто, по сути, немножко расправить. И краешки вот так вот поджать, чтобы они были более-менее ровные. Здесь очень важно, чтобы сама форма у вас получилась этого крылышка. Такой полукруг, овал такой вот, можем так даже капелькой, такой овал капелькой, одна сторона на капельку уходит. Старайтесь делать так, если вы раскатываете на той поверхности, где вы лепите, сильно когда надавливаете, он пристает к этой поверхности, поэтому всегда проверяйте, чтобы он прям сильно не прилип к этой поверхности, чтобы вы могли потом его благополучно оторвать от этой поверхности, и он особо не повредился, не деформировался. Так, есть. Вот у меня, в принципе, одно крылышко практически готово. Точнее, не одно крылышко, это, скажем так, полкрылышка, потому что у нас будет крыло состоять из двух частей. Вот это, по сути, одна часть крыла нашей бабочки. Вот такое вот оно получается. Так, есть, да? Вот. Есть. Сейчас немножко вот сюда подожмем. Давайте его примеряем, как оно у нас получается. Ну, вот оно, вот так вот где-то, да? Вот такое будет крылышко. Вот так вот, наверное, да? И тут будет еще одно. Так, есть. Одно крыло у нас готово. Теперь наша задача сделать еще таких 4 крылышка. Точнее, это полукрылышки, назовем это так. Полукрылышки. Поехали. У нас есть уже ориентир, какой мы делаем. И погнали делать следующее крыло. Также его разминаем пластилин. Вначале можно руками его размять, чтобы он стал чуть-чуть больше, вытянулся. А затем уже на самой поверхности рабочей будем его немножко раскатывать, чтобы он был равномерным. Третье полукрылышко у нас уже готово. Отлично, я его немножко уплотнил здесь. Теперь давайте сделаем четвертое полукрылышко. Так, есть раз, это большое, это чуть-чуть будет поменьше. Давайте опять его разминаем немножко, то есть пальчиками. Делаем его плоским. Так, раз, два, три. Вот такое у нас плоское получается. Так, есть. И теперь придаем форму. О, наверное, уже готово. Давайте примеряем, посмотрим, по размеру оно нам подходит. Да, по размеру оно точно подходит. Давайте его немножко вот так ножичком можно разровнять, вот эти вот складочки наши, чтобы они не сильно выделялись. Мы вот так вот берем, как бы поглаживая, мы разравниваем пластилин. И таким образом наши складочки, видите, уходят. Супер. Вот так вот, опа. О, отлично. Супер вообще. Все есть, убрали. И с обратной стороны давайте посмотрим, что у нас получается. То же самое делаем. Тоже вот так вот прогладим его ножичком. Давайте теперь соединим эти два полукрылышка. Вот так вот. Есть. И эти два. Да, вот они у нас два полукрылышка. Давайте их примеряем, как оно у нас получается. Я предлагаю нашим крылышкам еще кое-что сделать. Так как у нас бабочка должна быть интересной, давайте на крылышке бабочки сделаем какой-нибудь узор, чтобы крылышки были симпатичными. Ну и, конечно, как и в реальной жизни, у бабочки есть какие-то узоры красивые на ее крылышках. Ну, возьмем для этого, я возьму желтый цвет и давайте... Так, салфеточкой прочищаем ножичек, чтобы у нас он не мазал. Помните, я вам напоминал еще в первом уроке, или в первом, или во втором, когда мы начинали только работать с пластилином, что используйте либо салфетки влажные, либо полотенца влажные, то есть для того, чтобы протирать руки и те приборы, которыми вы работаете, инструменты,
протирать от пластилина, особенно когда вы работаете вначале с темным пластилином, как я сейчас работал с голубым пластилином, и перехожу к более светлому пластилину, это желтому. То есть надо протирать, иначе у вас будут оставаться кусочки синенького или голубенького пластилина на желтом, и это будет не совсем эстетично. Поэтому я протер от пластилина, от синего, и немножко теперь отрезаем желтого. Желтого нам много не надо, я возьму вот таких вот, сделаю 2 кубика, из них я, получается, сделаю еще 2, и здесь 2. И что я сделаю? Я сейчас сделаю 4 такие вот колбаски равномерные. Раз, колбаска, 2 колбаска такая, вытянутая. Сейчас поймем, для чего мы это делаем. Я вам сейчас покажу. Пока мы сделаем, повторяем за мной, как я делаю. Если вы не успеваете за мной, то в любой момент вы можете нажать на паузу, доделав тот элемент, который вы делаете. Либо, если уже пропустили, то лучше перемотайте назад и пересмотрите, как я это сделал. Если вдруг вам что-то стало непонятно, потому что мы делаем все поэтапно, последовательно, и каждый этап можно пересмотреть заново, чтобы его повторить. Так, есть, хорошо, давайте вот эти колбаски чуть-чуть побольше сделаем, подлиннее точнее. То есть 2 будут у нас покороче и 2 чуть-чуть подлиннее. Так, есть. Вот так вот пальчиками их, видите, я катаю как бы по всей длине, ну, по сути, как тесто. Тесто точно так же раскатывается. Если вы помогали своей маме когда-нибудь на кухне, либо сами уже что-то умеете делать на кухне, особенно с тестом, принцип тот же самый. Ну и опять же, пластилином мы все знакомы еще с самого детства, потому что пластилин — это такой детский атрибут, назовем, атрибут детства. Вот, поэтому, я думаю, с пластилином все знакомы и знают, как с ним работать. Так, у нас есть, видите, 4 такие палочки получилось. И что мы сделаем с этими 4 палочками? Теперь мы берем вот такую вот палочку и соединяем в колечко. Делаем такое колечко. Есть раз колечко. И давайте сразу его примеряем на крылышко. То есть, по сути, я делаю вот такое вот на крылышко колечко. Есть. То есть побольше колечко, палочку мы на большое крылышко. Давайте второе колечко большое мы делаем. Есть, вот соединили. И на большое крылышко. Только единственное, смотрите за тем, что мы ставили вот так, а крылья у нас будут отзеркаленные, так как есть левое и правое. Мы его переворачиваем, естественно. Вот оно у нас. Сейчас я его немножко, видите, почищу, потому что тут, видать, какой-то пластилин темненький лежал рядышком и немножко перепечатался. Все, отлично. Так, и раз, вот так вот я сюда кладу. И у нас остались 2 палочки, более меньше. Давайте их тоже сделаем в колечки, эти палочки. Раз. И ставим на более маленькое крылышко. И вторая маленькая палочка, 2. Соединяем, делаем колечко. Вот оно у нас получилось, такое прекрасное колечко. И мы его присоединяем на нижнее. Теперь нам надо эти колечки прижать к крылышкам, чтобы они, во-первых, не отсоединились, когда мы будем анимировать, и чуть-чуть, то есть, чтобы они стали более как единое целое, потому что это все-таки у нас не отдельный элемент крылышка, а это узор на крылышке. Поэтому давайте вот так пальчиком приминаем эти колечки. Раз, 2. То есть маленькое, большое чуть примяли. И здесь маленькое, большое примяли. Есть, супер. У нас получились 2 таких крылышка, и мы можем еще, чтобы добавить им какой-то красоты, узора, давайте еще в центр добавим красного немножко. Чуть-чуть я отрежу. Вот так вот. Это даже может быть много. Давайте вот так вот сделаю. Ну хотя у нас 4, да, это много даже будет. Вот так вот 4.
Вот такие я делаю маленьких кубика. И делаем из них шарики. Выкатываем просто шарики. Так, салфеточка моя. Вытираю синенький цвет, потому что у меня рука вымазана в него была. Так, теперь выкатываем шарики. Так вот пальчиком по кругу. В принципе, мы так много уже элементов слепили. Раз. Два. Три. Сделали 4 таких вот красненьких точечки, назовем это так. Что мы делаем? Мы их тоже используем для узора на крылышках. Теперь ставим в центр наших желтых колечек. По центру вот так вот прилепливаем их. Есть, да? И чуть-чуть нажимаем, чтобы они тоже стали тут как частью нашего узора. Отлично. Вот, смотрите, какие у нас получились 2 прекрасных крылышка. Теперь нам нужно их, единственное, что немножко отлепить, так как мы на них надавливали, они у нас, видите, пристали. Ну все, нам ножичек наш помогает в этом. Видите, так, оп, есть, супер. Вот они, 2 крылышка, теперь давайте их присоединим к нашей бабочке, к туловищу нашей бабочки. Попробуем, как это будет. Я немножко их подрежу, вот тут. Сделаем вот так. Раз. И то же самое здесь. Давайте, чтобы они у нас были одинаковые, померяем. Вот так. Угу. Точнее, это вот так вот надо сделать. Угу, вот она. Есть. Супер. Вот они, наши 2 крылышка. Вот они, верхние и нижние. Есть. И присоединяем их к нашей бабочке. Вот так вот присоединяем одно крылышко и присоединяем, тут я немножко вот так вот, второе крылышко. Вот они у нас, левое и правое крылышко. Правда, они у нас немножко, видите, из-за того, что еще тепленькие, они гнутся, поэтому не могут немножко упасть. Ну, ничего страшного. Есть. У нас бабочка почти готова. Что нам остается еще сделать нашей бабочке? По сути, как и у нашей гусеницы, нужно сделать мордочку, глазки и ротик. Давайте сделаем глазки и ротик. Для этого мы берем белый цвет. Перед тем, как использовать белый цвет, помним про то, что нам надо что сделать? Конечно же, протереть руки. Протираем руки салфеткой, дабы не вымазать белый цвет, хоть мы его будем использовать вообще чуть-чуть, но все равно. И, кстати, также, если вы будете пользоваться инструментом, также его протирайте, потому что видите, сколько синего было цвета на нем. Все, я протер, теперь на белом не останется. Если бы я не протер, то, естественно, отрезая белый цвет, у меня бы он стал с голубеньким. А так, получается, он чистый. Видите, срез абсолютно чистый. Так, ну нам надо абсолютно немножко белого цвета. Даже, может быть, это и много. Ну, хотя не, нормально. Делаем глазки. Глазки также по такому же принципу раскатываем 2 таких шарика. Эти 2 шарика приделываем к голове нашей бабочки. Сейчас я ей чуть поправлю голову. Так вот, раз и 2. Вот они, 2 у нас глазика у бабочки. И также у глаз должны быть зрачки. А зрачки, естественно, у нас будут черного цвета. То есть, если есть белки, сами глаза, и зрачки. На зрачки у нас вообще чуть-чуть пойдет черного цвета. Давайте, оп-оп, все. Этого достаточно будет. Даже вот видите, я на 1 кусочек даже много сильно взял. Тут вообще очень чуть-чуть нужно черного цвета. Сразу знайте об этом, много не отрывайте, чтобы у вас не шло в перерасход. Вот видите, я даже сделал, и все равно его много. Можно ведь еще меньше сделать. Все, супер, готовы. Зрачки у нас готовы, давайте их прилепим. Итак, раз, 2. Вот они у нас, вот такие 2 глазика получились, супер. Так, есть. Теперь нам осталось еще сделать нашей бабочке ротик. Ротик у нас будет тоже красного цвета, как и у гусеницы. Давайте отрежем
кусочек красного цвета. Отрезаем кусочек красного цвета, раскатываем такую полосочку, колбаску. Есть, раскатали. Немножко она у нас длинная, часть лишнюю отрезаем. И то, что осталось, делаем такой дугой. Делаем дугой, это даже много, видите, все равно. Я еще отрезаю. Угу. И делаем дугой ротик нашей бабочки. Оп. И оп. Все, супер. Глаза мы сделали нашей бабочки. И бабочка у нас готова. Но для того, чтобы у нас гусеница превратилась в бабочку, нам нужно сделать промежуточный вариант. Переходим к промежуточному варианту и как его сделать. По сути, у нас и у гусеницы, и у бабочки очень похожие туловища, поэтому нам надо использовать такого же цвета промежуточный вариант. Мы берем оранжевый цвет, такого же цвета, и делаем подобие этого туловища. То есть можем так более грубо, здесь можете на промежуточных вариантах можете особо не стараться с детализацией, потому что эти кадры будут довольно-таки быстро переходить, и они используются очень мало их используется. Поэтому сильно стараться не надо над детализацией, но по форме и по цветам это должно быть похожим на наши объекты. То есть если у нас у гусеницы туловище оранжевого цвета, то естественно и у промежуточного варианта должен быть цвет такой же оранжевого цвета. Также можно перелепливать объекты, которые разного цвета. Допустим, если бы у нас была гусеница, которая перелепливается в червячка, который коричневого цвета, то нам надо два промежуточных варианта, это и коричневый, и оранжевый, то есть и гусеницу, и червячка делать. А так как у нас и у гусеницы, и у бабочки туловище оранжевого цвета, мы и делаем промежуточные варианты из оранжевого цвета. Есть, я вот уже налепил, пока говорил вам об этом, налепил 5 таких шариков, давайте их слепим и сделаем подобие нашей гусеницы. Опа, опа, опа. Так, где-то вот так и вот так, да? Да. Давайте еще один сделаем, чтобы оно у нас хотя бы по длине было похоже. Так, есть. Это у нас здесь будет. Видите, я ее даже сделал немножко меньше. То есть сейчас поймете. То есть здесь не сильно принципиально. Главное, чтобы форма напоминала. Вот видите, форма напоминает. Есть. И причем и туловище бабочки, и туловище гусеницы. Что нам нужно еще? В принципе, для гусеницы этого уже достаточно. Ну, а максимум что? Можно чуть-чуть ей сделать глазки. Опять же, сильно не старайтесь над детализацией. Главное, чтобы просто цветовая гамма совпадала. То есть если глаза у нас белые, то мы должны сделать их белыми. Да, то есть белыми, там черные, даже черные можно сюда не кидать, уже детальки есть, этого будет достаточно. Вот, и у нашей бабочки есть еще крылья. Давайте сделаем такие же промежуточные крылья, сильно детализировать их не будем, давайте попробуем. То есть у нас получается так, 4 крылышка, давайте так тоже сделаем. Раз, крылышко. Сильно, опять же, детализировать мы не будем. Нам главное создать, то есть именно похожее, чтобы оно напоминало и по форме, и по цвету, как у нашего персонажа, то есть у нашей бабочки. Так, есть. Сейчас я одно крылышко сделаю. Так, есть одно. И второе крылышко делаем. Так, есть второе крылышко. Так, это я даже сильно стараюсь, можно даже так сильно не стараться. Тут все равно сейчас поймете принцип. Когда мы перейдем к съемке уже, вы поймете, почему нужны, для чего нужны эти промежуточные варианты наших персонажей. Так, есть. И давайте сейчас нижние два крылышка еще сделаем. Полукрылышко точнее. Так, есть. И... Угу. Так, есть. Видите, я даже не совсем ровными делаю эти крылышки. Они у меня уже такие вот, больше напоминают крылья, чем
Если на них смотреть, так не хватает мне синего, сейчас я чуть-чуть еще добавлю и все-таки перелеплю вот это, у нас слишком тонкое получается. Так вот. Вот, если посмотреть вот так, как оно сейчас, то видно, что бабочка слеплена не совсем красиво, как бы такой тяп-ляп, казалось бы. Но при перелепливании в кадре этого особо будет незаметно, потому что это происходит быстро, это буквально в 2, 3, 4, 5 максимум кадров происходит. И довольно-таки это быстро, это быстрее, чем за полсекунды происходит. Так, есть. И чуть-чуть, видите, тут у меня желтое было. Давайте добавим еще на крылышки, чтобы было опознавание, то есть желтого элемента. Добавим желтого. Опять же, сильно стараться не будем, чисто для обозначения. То есть, чтобы у нас было понятно, что это та же бабочка, а если та же, то у нее такие же плюс-минус цвета и элементы. Так, делаем раз колечко, вот тут у нас будет. Тут можно даже ее сильно там не вжимать. Раз. Сейчас раскатаем второе колечко. Второе готово колечко для нашей бабочки. Супер! У нас получилась еще одна бабочка для перелепливания. Понятно, что она не такая красивая, как у нас первая, но тем не менее она ее напоминает. То есть она как дублер в нашем фильме будет. Отлично! Что нам нужно еще сделать? Нам нужно, в принципе, еще на гусеницу сделать. У нас на бабочку есть. Теперь давайте сделаем на гусеницу. Делаем то же самое. Раз, два, три, 4. То есть у нас, в принципе, если убрать у бабочки, у нашего дублера, крылышки, то это получится та же самая гусеница. Но давайте сделаем еще одну гусеницу, у нас будет она промежуточная, потому что нам нужно будет это мять. Нам надо будет это в кадре, прям покадрово мять, чтобы она слепилась в себя же. То есть, ну, точнее, в такой цельный шарик пластилиновый. То есть потеряла форму свою изначальную, и потом из этой как бы уже бесформенности, то есть из шарика, опять превратилась в объект. То есть у нас объект будет бабочка. Так, есть. Так, хорошо. Есть. У нас получилось 4 вот таких вот объекта, 2 из которых основные, это гусеница и бабочка, и 2 промежуточных, это бабочка чуть поменьше промежуточная, которая будет искажаться, и гусеница тоже промежуточная, она чуть поменьше у меня получилась, но я думаю, это тоже сойдет. Сейчас проверим как раз. Все, теперь у нас процесс слепки завершен. Давайте теперь перейдем к съемке. Итак, мы подготовили уже съемочную площадку, и сейчас будем снимать наш ролик перелепливания из гусеницы в бабочку. Итак, вначале мы устанавливаем телефон. На телефоне заходим в приложение Stop Motion Studio. Здесь создаем новый проект, нажимая на плюсик. И в новом проекте делаем предварительные настройки. Так, убираем все лишнее в начале из кадра, чтобы у вас было только те объекты, которые будут присутствовать в кадре, именно конкретно в данный момент. В данный момент у меня ролик начинается с гусеницы, поэтому она должна быть одна в кадре. Теперь давайте приступим к самой анимации нашего ролика. Для этого надо изначально понимать, какие движения будут делать наши персонажи. То есть у нас вначале гусеница перелепливается в бабочку. Давайте гусенице зададим одно движение, это у нее сгибание-разгибание, она таким образом шагает. Да? Сделаем одно сгибание-разгибание, и дальше она как бы по кругу крутясь, перелепится также в бабочку. Давайте сразу определим ей траекторию. С этого края она вот так заползет. Вот так вот заползет. Поехали. Итак, помним, что вначале мы делаем пару пустых кадров, то есть раз, два,
3. Также я хочу вам показать очень классную штуку. Это вот такая вот кнопочка Bluetooth для гаджетов, в данном случае для телефона. То есть что она дает? Она подсоединяется по Bluetooth и нажатием на кнопку она у меня фотографирует. Это очень удобно, вам не надо дотрагиваться до телефона, и это очень удобно. Итак, поехали анимировать нашу гусеницу. Вот у нас она уже может появляться. Давайте вот раз кадр, 2 кадр, 3 кадр, 4 кадр, 5 кадр. 5 кадров, вот давайте 6 кадров. Дальше у меня, получается, гусеница шагает, это, соответственно, у нее только что двигалась мордочка вперед. Теперь мордочку зажимаем и начинаем ее изгибать. Раз. По сути, как и на прошлом занятии, когда мы ее анимировали. По такому же принципу. Хвостик ее должен подползти к ее мордочке. То есть, таким образом она шагает у нас, да? Есть. Если распадается, ничего страшного, у нас она состоит из шариков, и эти шарики легко соединяются и рассоединяются между собой. Еще давайте, пусть она. И еще разочек. Есть, снимаем. Теперь давайте разгибание делаем. Теперь у нее хвостик остается, а голова попадается вперед. По чуть-чуть, по несколько. Так, чтобы у вас на разгибание было от 5 до 6-7 кадров. Супер, у меня она почти уже доползла до центра кадра. Что я сделаю? Пусть она еще раз согнется у меня. Раз. Поехали, сгибание. У нас голова остается на месте неподвижной, а хвостик подтягивается к ней. Она как бы таким образом изгибается. Есть. И давайте еще чуть-чуть. И разгибание давайте уже будем делать. У нее был подшаг. Есть и есть. Супер! У нас гусеница уже достигла своей точки назначения, она приползла в центр, и теперь мы переходим к перелепливанию. Теперь давайте попробуем эту гусеницу, мы ее будем закручивать по центру вот так вот, и таким образом она у нас будет перелепливаться, сейчас как бы соединяться. Делаем по чуть-чуть ее головой вот так вот, поворачиваем. Изгибаем ее, как бы делаем из нее бублик такой. Давайте еще. У нас вот так вот делаем. Стараемся, чтобы ее движение начиналось с головы. То есть не хвост с головой вот так сразу одновременно, а голова как бы к хвосту идет. Ну, по крайней мере, я придумал движение такое перелепление. Если вы придумаете свое какое-то движение интересное, можете попробовать, поэкспериментировать. Это тоже здорово будет. Так, вот она у меня закручивается. Давайте ее уже начнем прокручивать вокруг своей оси. И к центру. Смотрите, видите, у меня она должна быть по центру, вот тут. То есть мне надо, чтобы она сейчас будет перекручиваться, вот так, скручиваться
И чуть-чуть ее надо сместить к центру, чтобы она была красивенько по центру кадра у вас. Давайте продолжаем. Чуть-чуть ее уже можем начинать кружить вокруг своей оси. И таким образом она у нас будет вот как бы уже перемещается. И так вот. Оп. И оп. И оп. Все, я буду уже сейчас делать замену. Все, отлично. Мы сделали уже вот такой вот элемент из гусеницы, и мы ее собрали в такой бублик. Я уберу голову у этой гусеницы, у нашей, и сделаю вот такую штуку. То есть она у нас вот так вот прокручивается, и я ее начинаю мять. Я ее прям вот начинаю сжимать вот так. И давайте прям сильнее, не боимся, прям вот то, что мы лепили, мы еще раз слепим. Нам теперь надо сделать из нее такую однородную массу. Прям вот делаем прям такую вот однородную массу. Она у нас перелепливается. Можем теперь чуть-чуть отщипнуть от нее. Отщипываем и убираем, чтобы она у нас стала меньше чуть-чуть. По чуть-чуть, то есть отлепливаем. Вот так вот. И ставим на то же место, где оно у нас было. Следим за вторым кадром, который у нас на полупрозрачности. Фотографируем. Еще чуть-чуть отлепляем. Есть, отлепили. Фотографируем. И еще немножко отлепляем. И фотографируем. Так, есть. Можем еще чуть-чуть отлепить, чтобы она у нас прям такая трансформация будет заметная. Делайте прям, чтобы это было заметно, делайте расхождение, чтобы из маленьких объектов оно превращалось в большие, из больших опять в маленькие. Таким образом это будет красиво и эффектно смотреться в кадре. Так, есть. Мы ее уже уменьшили до такого состояния. Теперь давайте ей зададим форму, в которую она будет превращаться. То есть, по сути, нам надо вот в такую форму плюс-минус, чтобы мы потом подмену сделали. Для этого мы ее начинаем вытягивать. Опять же, делаем это по чуть-чуть. Раз кадр. Делаем второй кадр. Вот так вот. Второй кадр. Третий кадр. И четвертый кадр. И я уже ее начинаю, наверное, менять. То есть, чтобы ее подменить, я даже вот так вот сделаю. Немножко, чтобы она была похожа уже плюс-минус формой. Я чуть-чуть ее делаю уже шарики. То есть, это уже в процессе съемки мы начинаем долепливать. То есть, здесь особо стараться, опять же, я говорю, не стоит. Здесь главное, чтобы она напоминала формой. И старайтесь ставить их на те же места, где они у вас и были. Есть. И чуть-чуть я ее начну выпрямлять. Вот так, опять же, вокруг своей оси. Есть. И теперь я делаю подмену. Смотрите, я эту гусеницу убираю и эту ставлю, которая у нас была изначально сделана под нее. Но старайтесь поставить ее на то же место, где она и была прошлая. И чуть-чуть давайте ее уже начнем доворачивать, так как у нас траектория пошла. Есть. Фотографируем. И начинаем уже играться с этой гусеницей. Мы ее начинаем поворачивать. Поворачивать. И делаем подмену на нашу другую гусеницу. У этой гусеницы будут появляться крылышки. Крылышки будут у нас, они у нас из голубого цвета. Мы тоже чуть-чуть взяли голубого цвета. Здесь можем сильно не стараться. Здесь мы делаем не прям вот такие даже из 4 полукрылышков, а делаем просто, главное, заявить, что у нас синенькая появляется. Причем это мы делаем каким способом? Вначале мы берем 2 маленьких кусочка синеньких и просто берем их и вот на эти места, где у нас будут крылышки, прилепливаем. Прилепливаем и гусеницу чуть-чуть поворачиваем. Оп, вот так вот. Фотографируем. Теперь что мы делаем? Мы добавляем еще пластилина. И у нас уже эти крылышки стали больше. Они вырастают. Давайте чуть-чуть тоже довернем вот так. И фотографируем.
Есть. И давайте еще чуть-чуть вот так вот развернем. Фотографируем. И теперь делаем следующую подмену. Теперь мы уже эту, скажем так, почти бабочку убираем. И ставим нашу бабочку, которая для бабочки была промежуточным вариантом. Стараемся ставить на то же место. Вот давайте выставляем, видите, вот как у нас на промежуточном кадре, мы также ее и ставим. Только чуть-чуть делаем ей движение. Так как у нас уже задавалось движение, мы задаем и ей движение. На этом промежуточном кадре мы также ей ставим крылышки. Потому что она была на прошлом кадре у нас с крылышками. Крылышки не обязательно прям повторять форму, главное обозначить цветом. Даже если у вас оно не совсем красиво, то даже где-то и в этом и есть фишка, что оно из некрасивого превращается в красивое. Такое должно быть. Так, есть. Так, смотрим фокус, чтобы был у нас. Есть фокус. Фотографируем. И делаем еще один вот так вот кадр промежуточный. Так, вот поворачиваем ее. Крылышки чуть приподнимаем и фотографируем. Есть. Теперь что мы делаем? Теперь мы меняем эти крылышки на вот наши сделанные крылышки. Делаем подмену. Раз. И два. Смотрите, как супер у нас крылышки. Можем даже их вот так вот развернуть. Смотрите, как прикольно будет. Сейчас вот так. Фотографируем. И вот так разворачиваются крылья. Смотрите, как класс. Ух ты. Раз. И два. И разворачиваем крылья. Так, фокус. Главное, чтобы был. Угу. И есть. И теперь самое интересное, мы делаем подмену этой бабочки на вот эту красивую бабочку. Есть, да, готово. Делаем фокус, проверяем и фотографируем этот кадр. Есть. Теперь нам нужно сделать завершающее действие для нашей бабочки. Точно так же, как гусеница у нас сделала в начале ролика, она делала действие «заползала», то давайте придумаем бабочке такое же действие. Так как у нас бабочка, она летает, ну, летать она у нас не будет, но она, по крайней мере, может махать крылышками. Давайте попробуем, чтобы она у нас вылетела из кадра. Ну, назовем это «вылетела». Да? Что мы делаем? Давайте сделаем еще пару кадров завершающих. Вот с этим, с крылышками можно немножко поиграться здесь. Так, есть. Фотографируем. И крылышки опускаются, опускаются и поднимаются. Теперь у нас они поднимаются. Раз. Фотографируем. Поднимаются. И поднимаются. И давайте их вообще соединим вот так. Опа. И раскрываются. Раскрываются. Чуть-чуть мордочкой я ее пошевелю. И теперь наша задача сделать так, чтобы она у нас перелепилась в шарик. Для этого мы делаем вообще элементарно просто. У нас уже есть заготовленная бабочка, промежуточный вариант ее. Мы просто ее подменяем, просто ставим на ее место. Смотрим опять же на прозрачности, чтобы она была на том же месте. Ну, плюс-минус, да, на том же месте. И давайте вот так вот и фотографируем. Раз, промежуточный вариант. Дальше мы что делаем? Мы эту бабочку убираем. Мы ставим промежуточный вариант следующей нашей бабочки. То есть она уже меньше. Вот сюда на место. И делаем ей псевдокрылышки. Просто синенькие лепим вот так.
Вот так и фотографируем. Теперь крылышки синенькие убираем и ставим промежуточный вариант, уже вот такой вот помятый. Помятый. Можем даже вот специально его сделать таким вот некрасивым. Просто ставим вместо этого и фотографируем. И теперь начинаем комкать в шарик. Прям с комочком такой в шарик его делаем. Так, есть. И можем даже чуть-чуть отщепить. И уже более, то есть вот прям в такой вот. Оп, где у нас тут стоит? Вот тут у нас стоит. Фотографируем. И теперь у нас шарик готов. Давайте теперь, чтобы он у нас выкатился. Выкатится он у нас в ту сторону. И поехали. Как колобочек. По чуть-чуть. Каждое движение. С шариком намного проще делать движение, потому что он по сути только катится. Особо он не изгибается, не растягивается. Он просто перекатывается. Перекатываем. Можем, единственное, что можем чуть-чуть его деформировать, чтобы какое-то движение, перелепливание в кадре было, все-таки присутствовало. Поехали еще. Еще один раз. И еще один раз. Осталось где-то еще, так вот сколько. Ну, можем на ускорение пойти, кстати. Если вы меньше кадров делаете, то есть больше расстояния перемещения, то, естественно, у вас объект начнет двигаться быстрее. Поэтому давайте его чуть ускорим. Сделаем ему уже вот так. И вот так. Все. Наш уже шарик вышел из кадра, и ролик завершен. Супер! Наш ролик с перелепливанием гусеницы в бабочку готов. Теперь нам осталось этот ролик из программы Stop Motion Studio выгнать в отдельный видеофайл. Этот видеофайл вам нужно загрузить на Google Диск и ссылочку прикрепить под этим видео. После чего нажать на кнопочку «Урок номер 4 выполнен». На этом 4-й урок завершен. Выполняйте домашнее задание, и я вас уже жду на 5-м уроке. В следующем уроке мы узнаем и научимся лепить титры из пластилина, применять к титрам реверс, снимать пластилиновые заставки, пользоваться приложением для видеомонтажа. Если тебе нравится придумывать и лепить персонажей из пластилина, то у тебя есть отличная возможность пройти полный курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Благодаря этому курсу ты выполнишь все этапы создания фильма, научишься писать сценарий, рисовать раскадровку, делать декорации и много всего интересного, чтобы создать свой полноценный анимационный фильм. А для тех, кто прошел экспресс-курс пластилиновой анимации, я подготовил выгодное предложение, которое действует целый месяц по промокоду. Промокод я отправлю тебе на почту или сообщением. Успей забронировать место и получить уникальный доступ к волшебному миру пластилиновой анимации.